Жанна сейчас будет ловить крокодила. Получил? Выиграл? Не, вот так вот. Крокодильчик за глазу, краб за палец. Вот так вот. Не ходите, дети, в Африку гулять. Знаете, куда мы сейчас приехали? Кто угадает, что за местечко? Закрывается вот так вот, смотрите, как чудеса, да. Ребятушки, всем огромнейший привет с Кубы, с острова Варадеро. У нас сегодня будет огромнейшее путешествие. Мы из отеля уезжаем на 2 дня в далекие места Кубы, где, может быть, не ступала нога человека. Ладно, шутка. Я думаю, будет очень интересные места. На целых 2 дня будем жить даже в другом месте. Поэтому отправляемся вместе с нами в путешествие. Сейчас мы приехали в местечко Fiesta Campesina. Ехали мы сейчас часа, наверное, 1,5. Много интересных мест, деревушек проезжали, где показывали нам все, рассказывали, как живут местные жители. Бинцы живут очень бедно, на $30 в месяц в среднем. То есть получается $1 в день. И у них вся еда по талонам, то есть для кубинцев доступно, вот, к примеру, 6 яиц на весь месяц на человека. Больше они купить не могут. То есть, если хотят больше, то надо переплачивать и где-то там подпольно покупать, но это уже будет дороже. Здесь у нас такая небольшая остановочка, сейчас в туалет сходить, на курочек посмотреть, на павлинов. Если что-то такого, мини-зоопарк. Здесь растут бананы, мы с вами также проезжали банановые плантации, так называемый совхоз имени Владимира Ильича Ленина. Здесь растет манго, она прям падает вот так на землю. Ну, можно собирать все, кто хочет, и такие, которые текут, вроде должны быть спелые. Такие мини-манго. Здесь просто огромное количество манго, все ими усыпано. 75 на кубинский песо или $3. $3 можно купить сок и выжать его самого уже из сахарного тростника. Вот сколько пошло. Мы взяли с Жанной стаканчик тростникового сока, свежевыжатого. Попробуйте, кстати, очень вкусный, прикольный. То есть без всяких добавок, без всякой химии. Только выжили и сразу налили. Получается $3, либо 75 песо. Так, для тех, кто не знает, в отеле, на пляже или у сотрудников можно поменять $1 по 40 песо. Даже есть кто по 50 меняет, потому что им нужны очень доллары. Здесь нельзя ни в банкомате, ни снять доллары. Сюда их возят только туристы. Поэтому приезжайте с долларами. Евро здесь сейчас не котируется. В прошлом году котировались, теперь нет. Одинаково, что за $1 вам дадут песо, что за 1 евро равная сумма песо. Для них евро как бы сейчас вообще не актуально. И вот эти манго мы сейчас кушали. Они сладкие-сладкие, прям сахарные. Они повсюду просто валяются. Посмотрите. В любом месте. Кстати, цена с ромом или без абсолютно без разницы. То есть ром идет бесплатно. Его здесь так много, что он здесь дешевле, чем вода. Так говорят. А манго вообще просто сахарный. Шкурку прям стягиваешь зубами и ешь. Прям сахарный. Медовый. Но цены они тут ломят от балды. $5 за бутылку воды. У нас в отеле она 2 стоит. Все, отправляемся дальше. Что, судя вот по этой картине, мы приехали на крокодиловую ферму. Здесь у нас черепашки плавают. Вот атмосфера, как на Амазонке практически. Так, давайте я вам, пока идем, расскажу, что у нас экскурсия. У нас экскурсия под номером 2, национальный парк Топос до Кальнатос с ночевкой. Стоимость $160 на человека. Купали мы в отеле прям сразу на 2-й день на встрече с гидом. Ну, я вам сделаю скринчик вот такой вот и посмотрите описание. Ну, все увидите дальше. Будет очень много интересно, большая экскурсия.
Так, у нас тут первые крокодилы. 4 месяца вот этим маленьким крокодильчиком. Смотрите, какие они маленькие. Оп. Джонни. No agresivo, caimán aquí. no cubano, un baby. Foto acá, aquí y acá. Какая прелесть. No problema, caimán, un baby. No cubano, caimán. Juanito. Juanito. Джонни. Es Прям как Johnny, я, Johnny. Джонни. Я же тоже No Джонни. agresivo. Нос можно сунуть или не кусать? Muy fantástico. Muy fantástico. Muy. А, он этот хвост. Просто бежит. Лапы-то острые. Да, вот целовать надо. Ага. No problema, no problema. Поцелуешь его. Клешни-то вон такие. Más especial, Он casquete. под чем-то. Casquete, ¿ok? No pipi, no caca, solo caca. Solo caca. Ну, как? Такое видеофото с крокодильчиком. Ну, там шляпу потом дает, сколько положишь, столько положишь. Все по доллару кладут. Так, здесь у нас еще крокодильчики загорают. Тут у нас целая куча крокодилов. Значит, сейчас такого краба. Крокодилы. Ой, они все по шмаре оттуда вылезают. Покусают друг друга. Я, говорит, типа не вижу, да? А потом как? Опа. Этот, по-моему, Не это. хочешь, походу, заесть. Ой, а вы Такой ленивый. Он идет, смотри, какой красавчик. Ничего себе. Мама, Та-та-та-та-та. Не ждали? Да, они уже видят издалека. Вот это щелчок. Разбегайся, краб летит. Так, покормить крабиком. Стоит $5. Сейчас Жанна будет кормить. Давай, Жанна. Жанна сейчас будет ловить крокодила. Вы аккуратнее, все не давай. Так, Давай краб лучше ты. прилип. Да давай, не бойся. Рыбачить нужно. Ну давай я. Тришня у него мощная. Дай ему с ноги ему. Рыбалка началась. Женя кормит крокодила. Ты ему массаж решил сделать? Массаж. Расслабляющий. Смотри, он ему там на Он там следующий Смотри, еще такой идет. гигант выходит. Опа! Так вот, заловил. Ага, Опа, все. все. Доигрался? Не, вот так вот. Крокодильчик по глазу, краб за палец. Вот так вот. Не ходите, дети, в Африку гулять. Оба! Это его положила прям. Ну как вам крокодильчики? Вообще интересное занятие. Ну их тут кормят курицей, говядиной, как и на любой ферме. Capitana. Жанна решила приручить маленького тигренка. Держите его, держите. Momento, Да не capitán. бойся. Ok. Сфотографируй, пожалуйста. Фотографируй. Especial. Tranquilo, Juanito. Давай, как будто я не боюсь. No problema, no problema. Ты вот пригладь его. Давайте, забирайте. Piña И colada. средний. Piña colada. Заберите, пожалуйста, Да крокодила. не бойся. Возьмите своего крокодила. Ты Casquete. стой, лицо No нормальное. pipi, no caca, solo caca. Mira eso. Здесь же можно прикупить огромное количество сувениров
Даже мини-крокодилы деревянных. Это в долларах цена? Да. Смотрите, 25 долларов. Вот такой вот человечек. Такие вот, один за 20, два за 30. Вот так вот все это выглядит. Дикая Куба. Отдаленные места. На самом деле, обязательно берите сюда экскурсии, ездите, потому что это, блин, прикольное ощущение, прикольное впечатление. Новое, такое редко где увидишь и встретишь. Жанна устроила фотосессию. Ты не боишься, что крокодил сзади вылезет? Фото с испугом. Обязательно берите с собой панамы, кепки, рукава, длинные кофточки, мази, чтобы не угореть на солнце. И обязательно поддержите эти видосы лайком, дизлайком, комментарием, как всегда. Ваше простое нажатие, помощь в продвижении канала, видео и огромная мотивация для нас. Здесь, конечно, классно, такие дикие места. Птицы поют, крокодилы бегают. Смотри, какая здесь пальма. Ее ураганом повалило, но она продолжает жить. Ну а сейчас мы поедем в скоростных катерах кататься, смотреть окрестности местные. Так, ну что, нас привезли на остров. Здесь точная копия того, как раньше жили здесь индийцы. Так, смотрите, где мы находимся. Вот у нас сверху Вородеро, а мы вот здесь внизу. Здесь можно попробовать экзотику, жареного крокодила, черепаху и еще кого-то. Да, отдельную плату, это не наш обед, обед у нас будет такой. Смотрите, вот эта черепаха жареная, вот это крокодил. Здесь краб жареный. Кто любит такую вкуснятину? Мы с Жанной взяли по кокосику. Один кокос 3 доллара, два кокоса 5 долларов. Смотрите, тут прям птички прилетают, садятся рядышком и поют песенки. Пойдем прогуляемся по этому местечку. Там какие-то песнопения. Шлепают там что-то. Сейчас зайдем, нас там тоже отшлепают. Шлепают. Ну что, ты готов к шлепанию? Да. Шлепок. И что все замолчали? Вот мы пришли. Сейчас зайдем и начнут сразу шлепать. Давай, нагинайся. Ну. Жанка, очистили. Опа, ну что, нас в итоге не отшлепали, а намазали веничком святым. Духов скинули, плохих, злых духов выгнали. Ну, и везде просят денежку, берите с собой мелкие доллары, там по $1, потому что везде приходится давать. Те вроде что-то там делали, и как неудобно не дать. Ну и потом, поскольку они нас очень бедно живут, даже приятно им давать деньги, особенно когда не наглеют. И как с водой получилось. Так, доллар, там доллар. Мелочая, неприятно. Красота фантастическая. Птицы поют, цветки падают. Вообще просто обалденное место. Там еще куча всяких мостиков. Вдоль этой речки все пересекается. Вот такие мостики, и они все эти островки между собой соединяют. Жалко, нет дрона. Здесь написано, наверное, не ходи. Я как самый юный путешественник. Пойду. Интересно посмотреть. Так, доски вроде крепкие, не страшно. Вон, видите, туда идут. Еще мостик, еще мостик.
Так, конечно, не сидим. Класс. Жмите паузу, пишите ваши комментарии. Обязательно, как вам все это дело нравится. Нравится, смотрите, какая-то штукенция плавает. Может рыба, может змея. Главное не остаться здесь, нашу уже там лодку загрузились. И кричат мне: Евгеша, загружайся, а то останешься тут жить. Загружаемся в лодку и едем дальше. Знаете, куда мы сейчас приехали? Кто угадает, что за местечко? Это Карибское море. Мы сейчас с другой стороны Кубы. Сейчас будем здесь купаться, трапезничать и смотреть красивейший подводный мир. Что, сейчас мы с вами немного перекусим. Здесь мы сначала сами берем супчик, салатики набираем, фрукты. Смотрите, какое тут разнообразие. Водичка, лимонады, десерты есть. Садимся за стол, и попозже нам принесут главное блюдо. И вот под такой прекрасный вид мы будем трапезничать. И вот нам принесли главную вкусняшку, морепродукты. Здесь у нас половина этого, как его называют, омара, лобстера, креветочки и рыбка с рисом. И еще жареные бананы. Под такой шикарный видосик, вид. Всем приятного аппетита. Что, после трапезы отправляемся покорять карибскую красоту. Смотрите, какая красота. Супер, да? Какой цвет в море. Красивый. Заход здесь, видите, такой прорубленные скалы. И вот сюда вот так вот заходить. Ну, это одна сторона, там вторая часть пляжа. Вот так вот можно под пальмами на шезлонгах расположиться. Здесь же есть бар с напитками. И все, что здесь есть, все включено в стоимость экскурсии уже. Ни за что платить не надо. Джин, ром, как всегда, рекой, пиво. Джан вот здесь вот под кустиком расположимся. Ой, красота какая. Смотрите, прям крабы загорают. Он уже, видимо, выполз. И того, смотрите, вот показываю точку, где мы сейчас находимся. Вот здесь внизу. Вот, Вородеро вот здесь наверху. Сейчас сделаю скринчик вам. Оп. Ну что, одеваем плавки, очки обязательно берем, гидроскафандр для камеры. И пойдемте с вами покорять Карибское море. Заход тут, так сказать, каменоломня небольшая, надо немного постараться. Сказал, даже надо очень постараться, чтобы сюда зайти. Так, ну водичка тут попрохладнее, градусов 28. Измеритель не взял, там остался. И снял мохнатку с камеры, поэтому можете пирог забивать. То, друзья, пишите, как вам Карибское море, какова красота. Сейчас пойдем в подводный мир с вами изучать. Ну как вам подводный мир от команды Евген Кусто? Очень красиво. Конечно, здесь водный мир побогаче, чем на той стороне Кубы, в Атлантическом океане. Там намного богаче. Даже мы вот на острова плавали, там такой красоты не было. Если кто не смотрел, заходите в плейлист, там все видосики по порядку. И вот тот видосик с островами на той стороне Кубы найдете. Да, берите с собой лучше не очки, а маски. В очках плохо видно. Ну и после плавания можно отправить в барчик, взять себе Куба Либре. Если вы любите с молочком, можно взять пино коладу. Тоже очень вкусно. Самые два популярных коктейля на Кубе. Куба Либра и пино колада. Настоящая Куба Либра. Здесь их на Кубе не обычная кока-кола, как везде, а своя какая-то местная кола.
На самом деле, коктейли получаются очень вкусные, с ними нет такого вот перенасыщенного вкуса сладости и сахара, как вот с обычной колой делают. Поэтому здесь на Кубе очень вкусные коктейли делают. Так что, если вы не пробовали, обязательно попробуйте. Конечно, здесь супер, лежишь так в тенечке, любуешься этим видом красивым. Просто красота. Чтоб сидели, покайфовали на этой красоте. И пора отправляться дальше. У нас еще практически целый день впереди. Смотрите, везде эти крабы валяются повсюду просто. Что, ребята, вы знали, что на Кубе может быть холодно? В горах на высоте 800 тысяч метров, хотел сказать, на высоте 800 метров. Приехали в отель Лос Хелисос или Хелечес. Но нас умотали, мы ездили сейчас в эти в город. Я забыл, с какими постройками сейчас. Немного сориентируемся, пытаюсь вам все рассказать. Ездили мы часа, наверное, 4 сейчас без перерыва. Очень хочется кое-куда. А виды, конечно, были потрясающие, пока мы ехали. На самом деле, я пошутил, здесь не очень холодно, но посвежее намного, чем на берегу. И нас катали, смотрите, в Сиен-Фуэгос мы ездили, французские постройки там. Но только обзорно на автобусе выходить там нельзя было, потому что, типа, чтобы туда ковид не завозили. Вот, в общем, так. А сейчас вот мы в горах, сейчас я попробую вас сориентировать, где мы находимся. Вот, мы вот здесь вот национальный парк Топес де Колонтес. Это вот примерно вот здесь относительно Гаваны. Сейчас заскриню вам. В общем, здесь живут жители, которые собирают кофе, кофейный урожай. Ну и здесь, я так думаю, какие-то старые советские постройки вот остались. И, ну, здесь гостишка вроде ничего. Пойдем заглянем. Покажу вам, но это не конец видео. Завтра у нас будет еще продолжение этой экскурсии. Все это будет в одном видео. Такой вот здесь ресепшн. У нас собрали все паспорта. И сейчас будут всех регистрировать. Интернет работает здесь только в лобби и стоит $1 в час. Но у нас подключен, у меня Теле2 у жены, Мегафон. У нее с ограниченным трафиком, у меня безограниченным, но с ограничением скорости через 100 мегабит каждый день. 1800 рублей за 30 дней. Кстати, очень интересное предложение. Какая у нас здесь лобби-зона, лобби-зона, там у нас бар. Но это, наверное, самое запоминающее название Лос Хелисос. Ну, Хелечес, если правильно быть. Бар включен, все напитки у нас включены. Очень оперативно выдали ключ. Пойдем заселяться, посмотрим отельчик Лос Хелисос. Очень интересно, как здесь все выглядит. У нас будет 3-й писо. Коридорчики. Тихо так. Что страшно тебе? 302 номерок у нас. Ну, ничего себе, Лос Хелисос. Нормально так. Быстренький обзор номера. Шкаф. Не купе. Здесь же сейф. Здесь же у нас холодильник с пустым мини-баром. Вот, воды тоже не вижу. Знаете, вот он весь такой номер. Тумбочка, стол, телек, 2 кровати, чтобы мы спали раздельно здесь. Что там, красивый вид? 2 стула. Сначала она говорит, красивый вид очень. Та-да! Нет, ну, внизу, видите, крыши. А так сверху нормально. Горы, сосны, пихты, облепихты. И очень и слышно, кстати, как птицы поют. Внизу, видите, ремонтируют, реконструируют. Я думаю, что это будет много-много-много всего. Возят сюда туристов. Просвещаться горной природы. Большой балкон с 2 стульями. Закрывай дверь, комары летают. Кондей есть. Пара тумбочек. Сейчас пойдем сразу. И вот такой туалет, ванна, раковина. Большой душ. Туалет. Шампунь даже есть. Мыло. Фен. В общем, можно с собой ничего не брать. Что-то мы устали немножко ехать. И все, вот такой номерок. Пишите как вам. Он просторный довольно-таки. Единственное, в номере здесь жарко. И кондей вот так не включишь. Потому что если будешь под ним спать, продует. Попробуем охладить здесь помещение на максимум. Включить и уйти отсюда на ужин. Вы видели где-нибудь такую Кубу? Дикая Куба. Мне кажется, сюда никто еще из блогеров не доезжал. Ну, прикольно, интересно. Ночевка в другом месте.
Welcome shot, welcome drink. Куба Либра. Послушайте, как поет птица. Класс. Ну вот эти вот стены напоминают чем-то пионер-лагерь. Ну, а так внутри довольно-таки неплохо. Мне нравится. И что, мы выходим из нашего корпуса пионерского и отправляемся сейчас в другой корпус, как в детстве, как все положено, ходить кушать в другой корпус. Так вот, судя по всему, наш ресторан или столовая. Пёси тут ходят. Кубинские. Что-то он это скалится, не? А он наш номер. Но красота, тут прям вообще дикие джунгли. Жанр заигрывает с собачками. Как всегда. Дружок, пирожок. Прям птицы поют, там прям оркестр птичий, там где-то можно погулять, наверное. Идем кушать, там голодные, как волки. Вот такой большой ресторан. Все включено здесь, шведский стол, но тут очень холодно, кондиш парит, будь здоров. Давайте сразу сделаем обзор еды. Арбузы, это персики, я так думаю, что консервированные. Здесь у нас капуста, соленье, варенье. Смотрите, рулетики есть, вот такие вот, я обожаю. С сыром нет, пустые. Здесь начинка, колбаска, оливки, маслинки. Здесь у нас хлеб, здесь у нас пирожное. Мороженое, смотрите, целое ведро. Есть чаек, кофеек из бидончиков. Здесь у нас что? Котлетки, плов, рис, мясо, капуста, курица, мясо, курица, картошка и пицца. И два вида супчика там еще. В общем, я себе набрал тут и котлеток, и пиццы, и картошечки, и риса. Ну и немножечко овощей, колбаски и сыра. Всем приятного аппетита. И на ужин включен один напиток маджаный зале. Попивайте. Видели когда-нибудь такой цвет помидор? Они хрустящие, но вкусные. А вот эта ветчина и сыр вообще обалденный, очень вкусный. Пиво, кстати, здесь испанское. Она занимается своим добрым делом. Вот почему ее собаки любят. Она их подкармливает всегда. Одну накормила, вторую. Вкусно. Огромный кусок курицы, куча мяса. Слушайте, ну мы сейчас покушали, собак накормили, доброе дело сделали. Выходишь, здесь такая лепота вообще. Свежо, знаете, не жарко и не холодно, прям идеально. Здесь на самом деле, нам скажут, здесь большой национальный парк. Здесь много тропинок, много дорожек, много можно где погулять. Завтра у нас будет продолжение, но у вас оно будет совсем скоро. Совсем скоро. Потому что магия монтажа никуда не девалась. Мы сейчас тут переспим в номере. Ну, поспим точнее, ночью переспим точнее. И продолжим денек. Ну, очень классно, выходишь здесь, знаете, прям какой-то прям релакс. А аромат здесь сейчас вечером просто потрясающий. Как я люблю говорить пихтами, обали пихтами. Вот здесь реально прям запах пихтами. Ой, обалденный аромат стоят вообще. Возвращаемся в наш отряд. А у нас в оркестре сегодня музыка. Веселая, светомузыка, танцы. Нам сказали, что будут какие-то танцы даже. Так, в общем, нас немного запутали. На самом деле вот этот бар был бесплатным, только приветственный коктейль, остальное все платно. Водичка маленькая $1, и любой коктейль $4. Так что вот такие дела. Шампанское, все здесь за деньги. Спасайте с собой, берите бутылочку шампанского, водички и все остальное. Оп, и у нас уже наступило кубинское утро. Вот если бы не вот эти стуки, пение птиц, шикарно их даже было слышно ночью, как они пели. Ну, естественно, первым делом мы идем на завтрак, потому что в 8 часов мы уже отъезжаем. Если вы хотите охладиться, если вы ужарились на куль, приезжайте сюда, здесь так вот сейчас утром свежо и прям так приятно. Привет, друг, доброе утро, кубинское. Да не бойся, бедный шугай тут, видим. Идем на завтрак. На завтрак взять вот такие вот омлеты аппетитные. Мы с Жанной взяли по одному. Сыром посыпаю. И складывает, вообще очень аппетитно выглядит. Красота. Здесь же сырная нарезка, мясная, как на ужин было. Также чай, кофе в неограниченных количествах. Кстати, очень вкусный фильтр кофе мы вчера пили. Пицца, картошка, типа суджука, турецкое яйца, фрикадельки, сосиски. Немного фруктов, арбузов, хлопчики, воробушки, джем. И 2 вида сока. Что такое? Клубничный что-то. И можно сделать еще себе тосты с хлебушком, с сыром, с мясом. Я сейчас попробовал сок. Вот этот красный, это гуафа. Просто обалденно, очень вкусно. Вот это что-то типа манго. Но легенький такой. Я обожаю эти тосты. Сейчас себе сделаю вот такой вот плотненький.
поели. Голодных собак накормили. И, смотрите, прям аж ребра торчат. Вкусно? Сосиска, мяско. Дядь Зеня им вынес, да? Вкусное мясо. С утреца, да? Бедно так боятся. Мы забрали вещи и отправляемся дальше путешествовать по дикой Кубе. Вот так вот выглядит наш отельчик с лицевой стороны. И мы отправляемся не в автобусе, а на российском автомобиле ЗИЛ. 1000 сил академиков. Вот так вот мы сейчас на них будем путешествовать здесь. Представляете, какие у них тут постройки в горах. Обалдеть. Так, ну что, мы попрыгали минуток 15. Все классно, все здорово. Но никто не сказал, что будет так холодно. Потому что когда ехали, было холодно. Шея ужасно замерзла, пришлось прикрываться кое-чем. С собой кое-что тут. Сейчас нас здесь высаживают, и дальше мы пойдем пешком. Мы отправляемся в парк Гуанаяра. Смотрите, здесь растет манго большое. Бананы растут, смотрите. А вот это вот лунки, это будут высаживать плантации кофе. Так, смотрите, вот оно, кофе. Вот они зернышки. Когда они будут красные, их будут собирать с апреля по январь. Их сажают так вот под деревьями, и ночью листья вот этих деревьев, как он сказал, мимоза, непонятно, что за мимоза, они закрываются, с них капает вода и капает прямо на кофе. Вот так вот. Это сорт арабика здесь выращивают, потому что робуста менее, ну, более дешевый, скажем так, менее популярный. Мамей. Вот такие вот плоды. Оп. Видели? Вот такое дерево. До него дотрагиваешься, оно закрывается вот так вот. Смотрите, как о. Чудеса прям. О, смотрите, дотрагиваешься. Все прячется. Ой, нифига, она прям упала. Видели, какие чудеса, да? Дотрагиваешься и сжимается. Это вот такие вот большие деревья. Так вот они сжимаются ночам. С них капает роса на кофе. Мы идем по открытым местам, потом сейчас идем по закрытым джунглям. И тенечек очень хорошо и очень красиво. Много разных деревьев. Так, здесь мы выходим, здесь у нас смотровая площадка. Смотрите, какая красота. Сейчас мы спустились вниз, и здесь у нас пещера. Смотрите, какая красивая. С сталагмитами. Ничего себе, она какая глубокая. Смотрите, какая здесь пещера. Обалдеть. Красиво. И рядом с пещерой у нас водопад. Смотрите, какой красивый. Так, здесь надо пойти по жердочке, как попугайчик, не упасть главное. Это моя любимая тема. Падать с таких жердочек. В походе ходил и падал все время в речку или в озеро. Блин, смотрите, какая красота. Буду снимать сразу на 2 камеры. Смотрю, где лучше передается атмосфера. Там вам и покажу. Ну, пойдемте поближе посмотрим на эту красоту. О, здесь можно прямо это почти искупаться. О, какой свежий бриз. Сейчас всю камеру, конечно, зальет. И ветерок такой свежий. Ой, здорово. И радуга, смотрите. И водичка градусов 20, наверное, вот так вот. Ой, свеженькая, кубинская, натуральная водичка. Ой, класс. Как вам вид? Красиво? Класс, здесь стоишь, и она прям орошает, освежает. Такой кайф вообще. Просто супер. Жмите паузу, пишите обязательно, как вам вид.
Я надеюсь, что все передает атмосферу этого водопада. Очень красиво местечко. Смотрите, здесь у нас бамбуча такое. Огромные деревья бамбука. Здесь у нас такое ущелье каменоломное. У нас небольшая переправа. Здесь такая вода чистая. Так вот перебираемся. Оп. Джунгли. Только у них снега нет, у них дети вот на таких больших листьях катаются с горы. Смотрите, какая огромнейшая пальма. Вот из этих пальм делают и веревки, и коробки из этих листьев сделаны. Так вот водопад стекает вот сюда, образует такое большое горное озеро. Что и мы добрались до большого озера горного. Здесь можно купаться в этой красоте. Озеро вот так перетекает дальше и туда. Но все так же по жердочкам. Красиво, да? И туда подплыть, и под водопадом. Целый час мы здесь будем проводить. Ну, у вас, наверное, немного будет, пару минуток. Так, измеритель у меня остался в другом рюкзаке, но я сейчас так измерю своим ручным измерителем. Ну, водичка точно 20-очку, ну, даже 22. Свежая. Если я окунусь, я потом опять с горлом буду ходить. Блин, ну я, наверное, все-таки окунусь. Я не удержишь, я обожаю такие места. Надо делать что-то с иммунитетом, потому что как только я где-то переохлаждаюсь, все, у меня либо горло, либо гайморит сразу. Все остальное. Так, я обнаружил, что здесь наверху есть тарзанка. Вот с нее-то я и занырнул. Я жду, меня не удержишь. Вода для меня это все 20-14, но я в 14 в Сочи нырял. На ледниковых горах и горах. Вот там была очень холодная вода, здесь нормально. Вот такая вот красота стекает. И вот там проходи. Тарзанка. Вот такая красота стекает туда, смотрите. Супер, да? И здесь же можно на тарзаночке запуститься прямо туда. Так, ну сейчас я занырну. И вот этот красавчик. А ты тоже будешь прыгать? Нет, после вас. А я думал, вы меня на видео снимете. Ну давай, я сниму. А камеру куда потом? Потом я. Нет, она утонет. Этот молодой человек уходит? Да. Отдадите ему, ладно? Да. Давайте, все, мотор, запись пошла. Все. А уже снимает? Да. Все. Можно? Главное обратно прилететь. Давай. Все. Ну как? Водичка на самом деле свеженькая. 20-очка-то есть, наверное. Красота. Тарзанка вообще супер. Прыгаешь, не ощущаешь холода сразу, раз и все. И поплыл. О, чуть тарзанка меня в лоб не прилетел. Что, прыгаем, надо посмотреть, хоть из чего это сделано. А, это металлическая проволока. Так, я хочу попробовать все-таки занырнуть из камеры, потому что за ней сюда приходишь и опять хочется нырнуть. Так, в общем, в одной руке камера. Сейчас заткнул микрофон. Надеюсь, она выживет. Ни разу ее не топил. Попробую. О, класс. Надеюсь, камера жива. Вроде пока пишет. О, супер, смотрите, какая красота. О, вообще. Эта камера еще ни разу не погружалась под воду, на ней были только брызги. Наверное, меня вообще и не слышно даже. У меня без приключений не бывает, пропорол себе ногу. А какой-то крючок. Там на суше, правда, уже не в воде. Здесь же есть мини-барчик. Дедушка может сделать вам коктейльчик или водичку продать. Рано обработал антисептиком 70 градусов, там вроде нормально. Жить буду. Камеру я проверил, все работает. Сонька выдержала глубину. Наверное, на 1 метр я где-то опустил. Это Sony AS300. Многие спрашивают, на что я пишу. Здесь такие лошадки красивые. Привет, лошадка. И вторая камера у меня Osmo Pocket 2. Там очень много комментариев на тему, что я снимаю. Вот сразу вам отвечаю. Мы отправляемся дальше. Слышите, как птица поет? Красота.
Очень красиво, смотрите. Какие бамбуки. Гигантские. Вся наша тропа длиной 4 километра. Но идем в основном по теньку. Солнца мало. Если кто отправится на эту экскурсию, без проблем. Перепады, в принципе, небольшие. Вот так вот преодолеваемо. То мы наконец-то пришли. Сейчас по такому мосту навесному. Он так шатается не слабо. Перейдем. И попадаем в деревушку. На самом деле, вы видели, когда мы только отъезжали, я думал, что в горах у них, ну, будет там отельчик какой-то один стоять, который построили для экскурсии. А вы видели, там постройки огромные, многоэтажные здания, там у них и школы есть, и сады, то есть там целое поселение, большие. И потом мы ехали, очень много разных тоже деревушек, облюбовали все горы. Красиво. Вот по этому мосту мы топали. Сейчас нас в этой деревушке приютят, напоят, накормят. Видите, как здесь красиво цветы цветут. Курочки бегают, собаки, кошки, все вместе. Маленькие курятинки. Смотрите, какие цыплятки там крошечные. Там не напугать их. Маленькие какие. Ой, ругайте меня. Не мешай. Очень атмосферные есть места везде у них. Классно. Будем трапезничать за таким большим столом, с таким прекрасным видом. Два напитка, алкогольный и безалкогольный. Тост. Большой тост. Куба, Россия. Уберите свои песо, чтобы мы могли расплачиваться. Овощи нам принесли. Фрукты, арбузы. Вот такой у нас большой стол весь. Очень интересный тут хлеб. На вид как печенье, но это такие сухарики. На выбор напитки или пиво, или вот такой местный типа кваса. Мартон называется. Он на вкус как медовух. Главное блюдо. Курятинку принесли по-испански, как-то здесь к особенному готовят. Огромнейший кусок. Тут, значит, кормим кошек. Приходит курица и ест жареную курицу, отнимает у кошек. Эти курицы ест курицу. Ах вы, чертяги. На, кошатся. Смотрите, кошка ест курицу, приходит, отнимает. Ужас. Все приносит и приносит. Картошка, рис. Слушайте, очень вкусная курочка. Нас прям досыта накормили. Прям до отвала можно наесться, много еды вкусной. И все это, конечно, бесплатно. Все, что кормит нас в отеле, здесь, все это входит в стоимость экскурсии. Обратно 4 километра нам не надо будет идти, потому что грузовики пригнали вот сюда. У нас еще остановочка. Можно прикупить фруктов. Смотрите, кубинский кофе. Кубинский. $10 такой пакет. Что, друзья, я думаю, на этом все. Сейчас нас везут еще в город Санта-Брема. 2 часа ехать до туда. Там выходить тоже нельзя, обзорная экскурсия будет. И потом до дома 3 часа. Спасибо огромное всем, кто провел эти 2 суток вместе с нами, досмотрел до конца. Особенно спасибо вам. Поддерживайте тоже этот видос, лайк, комментарий. Ну и как всегда, не замечайте на отдыхе никаких мелочей. Заряжайтесь морем, солнцем, экскурсиями, полезной атмосферой приятной. Огромной вам всем удачи и пока.